Когда капитан полиции Амаль Хамиди получила на столе досье о нарушениях в женской тюрьме в Касабланке, она не ожидала, что это приведет ее в самое сердце тьмы. В отчетах говорилось о коррупции, угрозах, оскорблениях и принуждении заключенных к услугам охране. Формальная проверка могла занять месяцы, но Амаль знала, времени нет. Женщины там страдали каждый день. Она приняла отчаянное решение – войти в тюрьму под прикрытием. Через неделю новая заключенная по имени Зейнаб появилась в серой камере тюрьмы. Это была сама Амаль в парике, без формы и без оружия. С первого дня она почувствовала атмосферу страха. Охрана обращалась с женщинами как с бесправными существами. Одна из заключенных, Лейла, прошептала ей: «Не смотри в глаза начальнику, не говори много. Здесь за правду наказывают». Амаль все фиксировала на скрытую камеру, в браслете и в пуговице на рубашке. Через 3 суток она собрала доказательства. Тюремный надзиратель Наджиб Кадри вымогал деньги, манипулировал заключенными и работал на влиятельного политика. Ночью, когда он попытался принудить ее подчиниться, Амаль включила устройство передачи. Из-за стен тюрьмы ее напарник, офицер Карим, получил сигнал и немедленно вызвал следственную комиссию. Через несколько минут к воротам подъехали полицейские, представители прокуратуры и журналисты. Двери тюрьмы распахнулись. Наджиб был задержан на месте. В его кабинете нашли поддельные отчеты, списки молчаливых заключенных и документы, указывавшие на заказчика, депутата Абдельхака Рахмана, много лет контролировавшего поставки и персонал в тюрьмах. Расследование длилось несколько месяцев. Абдельхак отрицал все, но найденные письма и банковские переводы доказали его участие в преступной сети. Суд признал его виновным в злоупотреблении властью, торговле влиянием и сокрытии преступлений. Он получил пожизненное заключение. История Амаль стала символом перемен. Национальные СМИ писали: офицер под прикрытием разоблачила коррупцию, рискуя собственной жизнью. Министерство внутренних дел вручило ей медаль мужества, но она отказалась от церемонии и поехала в приют, где теперь жили освобожденные женщины. «Я сделала это не ради награды», — сказала она. «Я сделала это ради тех, кто больше не мог говорить». Через несколько месяцев Амаль возглавила независимую комиссию по защите женщин-заключенных. Она не искала славы, ее миссией стало реформировать систему, которая годами закрывала глаза на зло. «Иногда», — сказала она в последнем интервью, — «чтобы победить тьму, нужно самой войти в нее с факелом». Так закончилась операция «Тени правды», история женщины, которая доказала: смелость способна разрушить стены, а правда — вырваться даже из-за решетки.